Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Костем Бондаренко в прямом эфире по средам. Кость Петрович на связи. Приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр, здравствуйте, наши уважаемые зрители. Да, Рад видеть. особенно постоянные зрители, Да, которые непосредственно, да, вот пишут вопросы, поддерживают, задают, не пропускают каждую встречу. Присоединяйтесь к числу постоянных зрителей. Правила очень простые. Нашего эфира, QR-код, который видите, это возможность и канал поддержать, и вопрос там же написать. В сообществе YouTube милости прошу, заблаговременно, абсолютно без никаких поддержек, но вопросов иногда бывает очень много, но там есть возможность заранее оставить вопрос. И чат трансляции. Пишите онлайн, мы онлайн с вами пообщаемся, это в самом конце. Традиционно начинаем наш сегодняшний эфир с опроса, а он такой, знаете, вот немножко выбивающийся из тренда, хотя событие, я считаю, мирового масштаба произошло в Непале. Это первая революция тех, кого принято называть зумерами, да, вот этого нового поколения. Значит, навеяло. Опрос. Если бы вам отключили соцсети и мессенджеры, что бы вы сделали? Варианты. Пошел бы сносить власть, громить, там, жечь всех, вот это, министров выгонять. Побухтел бы, но выполнил закон. Не пользовался бы соцсетями и проигнорировал все. Еще один вариант. Приспособился бы. Не отказался, но формально соблюл закон. Ну, в общем, нашел бы, как пользоваться дальше. И еще один вариант. Обрадовался и поддержал запрет. Потому что сколько можно уже эти соцсети. В общем, 4 варианта. Голосуйте, друзья. Очень интересно, что как бы мы получим в оконцовке. Вот, Константин Петрович, если так гипотетически, в порядке эксперимента. Эксперимент это что? Никакие факторы не влияют. И конкретно вам был бы предложен такой выбор. Точнее, как такие обстоятельства. Что бы вы сделали? приспособился бы. Не впервой, что называется. Сколько уже запрещали? У нас еще со времен Петра Алексеевича Порошенко у нас начали запрещать определенные сайты, вот, определенные почтовые сервисы и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, не только я, но и значительная часть народа действительно приспособилась. Был даже такой интересный казус, когда запретили сеть ВКонтакте, социальную сеть ВКонтакте, кстати, я не был пользователем сети ВКонтакте, так оказалось, что за следующий год после того, как ее запретили, в Украине увеличилось в 1,5 раза количество пользователей после запрета. То есть украинцы – это народ, который давным-давно на протяжении веков привык держать дулю, фигу там, и так далее в кармане, вот, и кивать головой, и, соответственно, при этом абсолютно делать свое дело. Это у нас в крови, это генетика уже. Вот. Так что, по большому счету, я никогда не выхожу на баррикады. Более того, считаю любые революции злом. Любые революции. Ни одна революция не принесла счастья человечеству. Вот. Я точно не буду выполнять покорно, значит, эти распоряжения. Поэтому что? Есть VPN. Вот, устанавливается VPN. И дальше продолжаю, как ни в чем не бывало, пользоваться социальными сетями. Кстати, все те, кто в Украине, мы просим рассказать об этом всем своим знакомым, потому что в Украине и канал Константина Бондаренко, и мой канал, они подвергнуты купированию, цензуре. В общем, их ограничили, скажем так, эти каналы в доступе к этой аудитории. Поэтому, ну, время нынче такое. Я, знаете, очень так как-то скептически смотрел, когда вот только начиналась вот эта вся как бы история с запретами всего на свете в интернете. Я говорил, ну какой, ну куда, ну какой запрет в интернете? Ну это невозможно. Ну это, ну зачем время тратить? Этого не будет. А потом мне говорили, не, идет эра VPN. Поэтому, друзья, подключайте VPN на всякий случай. Найдите свой VPN. Есть платные, есть бесплатные, есть вообще недорогие, есть просто символическую плату, есть качественнее. Займитесь этой темой, подумайте, если еще не подумали. Потому что даже в разных странах, которые принято называть свободными, в общем, это тоже актуально. Константин Петрович. Можно даже такой рекламный слоган. Там, значит, если не хотите, чтобы в Украине было так, как в Непале, вот, подключайте VPN.
Вы не подсказываете, а то в офисе президента придумают VPN в ДИЕ, например. Да, вот это будет весело, вот это будет по-настоящему. Значит, сегодня, конечно, топ-тема, с которой я хочу начать и которую я хочу подробно обсудить, это ситуация с дронами в Польше. Сколько залетело, я не разобрался. Может быть, у вас более глаз наметан на эти сообщения, имеется в виду, когда выходили, что заявляют политики. Зеленский говорит, не менее 8. Сначала Туск говорил много, ну, в понимании украинца много дронов залетело. Это вот ежедневно, еженошно практически. Там 800 целей у нас было, вот как раз-таки совсем недавно, да, чуть меньше 400 с чем-то, но как дроны залетели сюда. Значит, и 4 статья, консультации, 4 статья, конечно, не 5 статья, в общем, все, казус Бейли, а может быть да, а может быть нет, а что продемонстрирует Запад, а тут учения, белорусы такие счастливые выходят, говорят, ребята, да ну постоянно мы с этим живем, более того, мы и Литве, и Польше мы держим контакт, мы предупреждаем, мы там помогаем, мы в кооперации, ну что поделать, ну вот такая история. Значит, как вы думаете, эта ситуация, она... Вот сейчас же время парадоксов. Вот же принято как. Разбомбили Кабмин, там убили пенсионеров в Донецкой области. Вот сейчас дроны залетели. Все в офисе президента на Банковой ждут, сейчас хлынет поток оружия, денег, все возмутятся. Как так? Ах, проклятый Путин. А работает как-то наоборот. Так вот, как сработает в этот раз? Сработало уже, фактически есть определенная, не знаю, насколько она уже формализирована, эта информация, но неформально сейчас начались определенные консультации между Россией и НАТО, уже сначала относительно того, чтобы каким-то образом сделать невозможным в дальнейшем повторение подобного рода инцидентов, но реально мы понимаем, что может этот переговорный процесс, технический переговорный процесс перерасти в нечто большее, и, соответственно, стороны могут вернуться к тому сценарию, который, в принципе, был актуален для декабря 2021 января 2022 года. Помните переговоры между Россией и НАТО в Женеве, потом в Брюсселе. Соответственно, эти переговоры сорвались. Результатом срыва этих переговоров стала война в Украине и так далее. Поэтому я думаю, что на Западе очень серьезно рассмотрели ситуацию и поняли, что по большому счету то, что сегодня произошло, может рассматриваться как предложение к переговорному процессу, даже если изначально эта акция таковой не задумывалась. Плюс приходят такие последние данные, там же как все, шахеды, там... Короче, сообщили по польские СМИ о том, что нашли, в общем, 12 сбитых обломков, 12 беспилотников. Ни на одном не было взрывчатки. Угу. Слушайте, я вообще вижу тут, конечно, развилку очень интересную. С одной стороны, понятно, что это выгодно Зеленскому. Да? Он сразу включает тему «давайте общее небо», Сибига говорит «сбивайте со своей стороны над нашей территорией, если видите, что приближается, мы не против, мы только за, давайте вот деньги, давайте ПВО». Вот с одной стороны. С другой стороны, это выгодно вот этим еврочиновникам, которые пытаются продать будущую войну с Россией, выделяют на это крупные суммы денег. Сразу полетело 40 миллиардов Польша, там на приграничье, вот еще миллиарды, и туда миллиарды, и давай, и вроде как европеец не спросит с власти, а что вы делаете? Беспилотники летят, смотрите, в товарном количестве. Это выгодно как бы вот и одним, и вторым. А России тоже, в принципе, выгодно. Они попробовали как бы на зуб это НАТО и понимают там, что они будут делать. Это тоже окно Авертона, это тоже интересно с точки зрения технической даже. Когда вот пишут, что 2,8 миллиона стоит ракета, которая сбивает дрон за 10 тысяч долларов, ну это, конечно, успех с точки зрения противостояния на перспективу.
Да, но дело в том, Кто что... больше выиграл, кто проиграл от сегодняшней А ситуации? пока что никто не выиграл, не проиграл. Пока что мы имеем дело с инцидентом, который нельзя оценивать по такому принципу, что выиграли или проиграли. Пока что это уже не замкнутый процесс, это только один из элементов процесса. Мы посмотрим, как будут дальше развиваться события. То, что в Европе действительно испугались, особенно в Восточной Европе, это факт. Тем более, что в Польше очень многие политики и просто обыватели живут с тем мифом, что Польша является наиболее желанной целью для России. Вот. Я от поляков неоднократно слышал о том, что ну, если будут, например, применять ядерное оружие, то применят же по нам. Вот. Украина – это соседнее государство, применять как-то против соседа ядерное оружие не совсем желаемо с точки зрения интересов самой России, ну, условно, экологические все проблемы и так далее, они непредсказуемы. Что касается… А вот Польшу не жалко с точки зрения России. И тут вдруг вот такая ситуация с дронами. Дроны залетают, причем не один, там, как раньше было, не ракета какая-то случайно, а залетает рой какой-то. Ну, даже если это там 9, 8, 12, 23, как писали, 19, в разные цифры писали, залетают, причем залетают показательно, залетают без взрывчатки, просто залетели, нарушили пространство, упали. Их там подавили, они упали. Да. Все. Но при этом это вызвало очень серьезный ажиотаж и на уровне Брюсселя, на уровне НАТО, и на уровне Польши. Вот понятное дело, что поляки не были бы поляками, если бы они тут же не поняли, что на этом можно заработать. Хорошо. Вот в Брюсселе тоже поняли брюссельские чиновники, что это тоже очень хорошая тема для откатов. Там слово «откат» тоже хорошо знают, не только у нас. Это ложь, что у них нет коррупции. Вот. В России Россия просто показала, что существуют проблемы у НАТО, и что если завтра война, как пелось в песне когда-то, то никто не будет спешить выполнять 5-ю статью. Более того, сегодня как раз очень активно начали европейские чиновники напоминать, что в уставе НАТО, в Вашингтонском договоре 1949 года существует не только 5-я, но и 4-я статья, что стороны не просто должны поддержать сторону, которая подверглась агрессии, и воспринимать агрессию против одного из членов НАТО как общую агрессию против целом, против блока, но в первую очередь, согласно 4-й статье, они должны начать консультации. Вот. И вот чем они сегодня и занимались. Но это как-то меняет войну, как вам кажется? Нет, пока еще не меняет. Это попросту в условиях, когда сложился переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам Украины, и когда Европа, европейская часть НАТО, вот, демонстрировала несогласие с этим переговорным процессом и требовала продолжения войны, вот, им просто был послан сигнал: вы хотите войны? Вы ее получите. Пожалуйста. Так что и они сразу же поняли, сразу же перешли к другой тактике. А нас-то за что? Там какая-то странная история, западная пресса пишет, ужасная, я бы сказал. В этот момент, когда атаковали, или как атаковали, ну, мы же не можем говорить, что это атаковали, потому что взрывчатки ни на одном дроне не было, поэтому как бы залетали дроны на территорию Польши, в общем, Келок мчался в Польшу. Целый Келок вынужден там что-то был приземлиться не там. В общем, ждут его со дня на день в Украине. Может, даже он уже там в Польше и едет транзитом в Украину, потому что там завтра тоже вроде как все перекрыто. Чего-то ждут. Ну, в Киеве имеется в виду какие-то ограничения по движению. Это иностранные гости. Келок как бы вскрылся заранее. Келога не было ни слышно, ни видно. Вообще. Сейчас он появляется и обещает и в Польше поговорить, побывать, и в Украине. Трамп. Как вы прочли его статус о том, что вот и началось, что делают дроны в воздушном пространстве Польши? Какие... Ровно так.
Ходы у Ровно него. так же, когда накануне 12 сентября, накануне встречи, запланированной встречи Трампа с европейскими лидерами, очередной встречи Трампа с европейскими лидерами, он просто дает понять, что вы же НАТО там, вот именно в Европе, вы должны сами думать о своей безопасности. Не надеяться на наш американский зонтик, это он постоянно говорит. Вы должны увеличивать бюджеты, вы должны сами модернизировать армию, мы готовы вам продать оружие, вот, но вы сами несите все бремя военных расходов. Вот. И сейчас вот он ровно тоже сказал, что ну вот видите, у вас уже есть проблемы, так что давайте думайте дальше, этих проблем будет дальше больше. Вот, таким образом, это подталкивание Запада, подталкивание Европы к определенности, самоопределению по поводу того, что платить надо больше за оборону. Понятное дело, это крайне сегодня непопулярная тема в европейских странах. Понятное дело, что мейнстримные партии, которые находятся сегодня у власти, они просто понимают, что какой будет реакция граждан. Вот. И в этом отношении они как раз сейчас как раз они и понимают, что придется все-таки раскошелиться, придется затянуть пояса. Что касается как раз Келлога, который летит. Ну, у Трампа есть два посланника на этом направлении, на украинском, на украино-российском направлении. Келлог и Уитков. Вот. Они принадлежат к разным группам влияния в окружении Трампа. У них разные группы общения. Келлог – это среда тех республиканцев, более умеренных республиканцев, которые не хотят конфронтации с глобалистами, с демократами и так далее. Уитков – это больше ставленник семьи, вот, ориентирован больше на семью. И, соответственно, в этой ситуации как раз Келлога присылают как человека, который умеет успокаивать. Я все договорюсь, вы знаете, не все так однозначно, вы понимаете, в окружении Трампа очень много негодяев, но мы-то не такие, мы нашу ситуацию дожмем. Вот, да, вот такие сейчас директивы, вот, надо их исполнять, но в дальнейшем я вам обещаю, и Трамп тоже обещает, и Трамп на вашей стороне на самом деле. Вот, это он таким образом посылает сигнал, что вокруг Трампа существует Вэнс, вокруг Трампа существует вот это Кушнер и прочие люди, которых он считает нехорошими людьми, там, которые его учат плохому. А вот и у Зеленского сразу же хлопают в ладоши и говорят, да, вот здоровые силы, которые сосредоточились прямо на нашей стороне, нам надо ориентироваться на них. После этого приезжает злой следователь Уитков, который говорит, как, вы еще до сих пор не выполнили? Минут на 20. Да, у вас есть 24 часа на то, чтобы выполнить. Значит, иначе и начинают там санкции, кары небесные, сьерра с неба и прочее. Вот, через 2 недели снова приезжает Келлог. Да не слушайте вы его, все у нас нормально. Вот, вы знаете, мы сейчас вот зайдем к Трампу, убедим его. Вы знаете, у нас есть аргументы для того, чтобы его убедить. Снова приезжает Уитков. И такие качели вот Зеленскому устраивают каждые дней 10, 2 недели примерно. Так кого сыны не там? Да, потому что на самом деле вопрос мира в Украине – это не вопрос переговоров с Украиной. Вопрос Украины будет решаться без участия Украины. Я об этом говорю на протяжении 3 лет. Украину спрашивать никто не будет. Украину посадят для того, чтобы подписать окончательный документ. Ну, я не 3 года, чуть меньше, но тоже напоминаю, что не обязательно он будет публичный. Конечно. Вот это Конечно. важно. Не обязательно он Конечно. будет публичный. Сколько в Публичный истории документ тайных может договоров. состоять из 2-3 абзацев. Из 2-3 абзацев, что вот, значит, мы договорились, что прекращаются боевые действия, линия размежевания проходит здесь, и, соответственно, стороны отводят войска. Вот, и создают демилитаризированную зону. Вот, все. А вот протоколы дополнительные, которые не будут опубличены в ближайшие 50-60 лет, вот эти протоколы, они будут там на 150, 200, 300 страницах. Детально все будет расписано. Все интересы сторон, вот, кто чем владеет, кто на что влияет, у кого какие гарантии, у кого какие там намерения и так далее, и так далее, и так далее. Но это будут знать только единицы.
По войне к чему тогда все идет? Нет, я согласен с теми, кто считает, что мы находимся в фазе завершения. Но эта фаза может длиться достаточно долго. Да, будут еще обострения, будут попытки наступлений и контрнаступлений, будут попытки, там, не хотите оставить Донбасс по-хорошему, значит, мы сейчас возьмем его по-плохому и прочее. Все это будет. Будут бомбардировки, разрушения, к сожалению. Ракетные удары с шахедами, будут жертвы. Все это будет, к сожалению. Как бы нам не хотелось, чтобы уже наступил хэппи-энд. Вот именно вот эта предхэппи-эндная эпоха, вот эта ситуация, она затянется во времени. Сегодня как-то странно выглядели, вообще странно выглядит последнее время Украина на международной арене. Прям целая разворачивается прям эпопея медийная, имеется в виду, из заявлений там по убийству украинки в начале августа, то есть, да, ну, по большому счету. Трамп пишет несколько постов в день, там Маск говорит, нарисуем муралы, то есть Америка вся бурлит. У нас не пары с уст, Свириденко, видимо, неловко ей стало, так по-женски, наверное, взяла и что-то написала. Премьер-министр типа страны, ну, тот, который сразу прибегает, когда прилетает Искандер в рабочее место. Но это уже выглядело абсолютно никак. Сегодня, вот буквально перед нашей встречей, просыпается Министерство иностранных дел Украины по поводу удара по Дохе. Значит, там все сложно закручено, но вроде как выжили. Ну, там делегация Хамас ехала из Газы, ехала на переговоры. То есть они поехали туда, они говорили с Лигой арабских государств, там представители, в общем, это все как бы тянется, переговорная история. Биби Нетаньяху говорит, вот, пожалуйста, мы бьем. Значит, Трамп, сначала вообще версии как бы разнились. Кто говорит, американцы знали и санкционировали, вообще чуть ли не американцы руками Израиля ударили. Потом говорят, да не, подождите, они не знали. Выходит Нетаньяху, говорит, это мы, только мы, наши ракеты, наши самолеты, вообще никто не знал. Ну, а потом Трамп разъяснил, что узнали, но уже было поздно. Предупредили, чтоб не делали, но вот уже было поздно. Вообще, если честно, это какой-то абсолютный хаос. Катар, богатейшая страна, место, где все прячутся, которая богата, которая, ну, вот все активы, специфическая, там есть разница между вот этими странами залива, да, но специфическая, но тоже позволить вот это, ну, они не могут. Понятно, там возмущение, ноты протеста, там Генсек возмутился, ООН, все возмутились, но это уже фарш назад не прокрутить. Как вы оцените это событие геополитическое? И вот тут таки, я, с вашего позволения, еще заброшу туда назад, к Виткофу, да, и Келлогу. Ну, Витков, это полный провал Виткофа на самом деле. Ответственного изначально по Ближнему Востоку. Судя по всему, он сейчас будет заниматься Ближним Востоком, и Украине дадут опять Келлога. Ну, Витков, на самом деле, я бы не сказал, что это провал только Виткофа, потому что Витков не является самостоятельной фигурой в этом процессе. Витков – это посланник Трампа. И в данной ситуации можно сказать, что Трампу попросту продемонстрировали, что Израиль живет по принципу Павла Тычины «нам свои робить». Да, так что мы, то есть никакие, скажем, предварительные договоренности, никакие там договоренности о том, что будут каким-то образом координировать деятельность и прочее, они не работают на сегодняшний день. Нетаньяху действует так, как он считает необходимым. Тем более, что у Нетаньяху есть высокий покровитель, вот в окружении Трампа, зять Трампа, Кушнер, вот, который, и из-за этого Нетаньяху сходит все с рук практически. И в данной ситуации Израиль продемонстрировал, что никакое международное право, никакие там договоренности предварительные, никакие попытки увещевания, никакие там, не знаю,
договорные обязательства, ничего не действует тогда, когда у него есть определенный интерес. Ну, бить по государству Катар. Да, да, именно. И он таким образом демонстрирует, что не только Катар, не только Сирия, Йемен там, и прочие государства, которые можно еще, там, Ливан, которые можно с натяжкой там, сказать, что они составляют какую-то угрозу. Нет, для всего региона Израиль хочет показать, что ему закон не писан. И самое главное, что в нынешнем мире сложилась ситуация, когда любая критика Израиля чревата последствиями для самих критиков, политическими. Вот. Потому что не любить Израиль нельзя. Критиковать Израиль нежелательно. Понимаете, то есть. Вот. И если кто-то начинает говорить, ну это же не правильно, сразу поднимается огромный бой, антисемит, он критикует, он не понимает и так далее. Вот. Извините, я не сторонник арабов. Я понимаю, что там тоже своя специфика, но то, что произошло вчера, это уже выходит за любые рамки разума. Ну, Израилю надо дать по рукам. Как? Да? Если кто-то захочет дать по рукам Израилю, он столкнется с осуждением и обвинениями в антисемитизме, с жесткой позицией Соединенных Штатов. Не трожьте, это наше. Так наши заслужили. Нет. Вот. Тот, кто тронет Израиль, тот сразу же соприкасается с острой реакцией со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, несмотря ни на что, будут и дальше на стороне Израиля. Всячески будут его выгораживать. Несмотря на то, что Нетаньяху всячески подставляет Трампа, подставляет окружение Трампа, подставляет Соединенные Штаты. Тут словаки сравнивают Газу с Украиной, Россию с Израилем. Ну, это такие публичные заявления. Понятно, что это не бог весть какая аналитика, но политическое заявление громкое. Газа уходит. Биби объявил эвакуацию, Цахал там движется, прижимает к морю, и всех просят туда, в сторону, по побережью, в специальный лагерь. То, какая картинка приходит из Газы, кровь стынет в жилах, люди бросаются тысячами на фуры, с этих вертолетов или там самолетов сбрасывают на парашютиках гуманитарную помощь, это просто что-то, это нечеловеческое. Они прыгают на эти мешки быстро, их там как муравьи вот это все раздирают. Это кошмар. Голод, изгнание и ужас. Что вообще, почему тогда словаки сравнивают Украину с Газой? Ну, это на самом деле не от большого ума, от желания, скажем, просто нарисовать определенную картинку, вот, знакомый образ, создать некую такую аллегорию, но не более. Но любая аналогия, она хромает. В любом случае она хромает, она достаточно условная. Данная ситуация хромает на две ноги. Израиль это точно, точнее Россия это точно не Израиль, Украина это точно не Газа. Есть мнение, что если ситуация с Газой закончится, это решительным образом повлияет то ли на новый виток, еще более страшный, то ли на завершение войны в Украине. Как вы относитесь к этой мысли? Я думаю, что вот если в октябре 2022 года эти события, эти процессы были взаимосвязаны, то сейчас, скажем, и Израиль, и арабо-израильский, и, скажем, российско-украинские конфликты, они развиваются в автономном режиме, и вряд ли будет серьезное влияние одного процесса на другой. Как вам кажется, какое место занимает конспирологические вот эти все измышления по поводу британцев, которые подожгли Непал после ШОС и сближения Индии и Китая? Серьезная версия? Абсолютно серьезная, потому что если посмотреть на игроков в том регионе и задаться вопросом qui prodest, кому выгодно, то получается, что существует только единственный игрок, которому это выгодно. Это Великобритания. Россия в этой части не игрок,
она не играет в Непале. Индия вряд ли заинтересована в том, чтобы поджечь Непал у своих границ. Соединенные Штаты не имеют там значительного влияния на те процессы. И более того, почерк Соединенных Штатов абсолютно другой. Цветные революции раскачиваются достаточно долго через разного рода НГО и так далее. А тут, что называется, в наглую. В наглую просто быстро, стремительно, решительно и так далее. Именно поэтому очень многие сказали, понятно, чей почерк. Как в том старом анекдоте, что почерк королевы. Нет, я бы, конечно, вот со всей ответственностью все бы принял, все бы вот это слушал, но когда, ладно, президентский дворец, ладно, там парламент, ну, понятно, там отстроят новый, там поменяют рэпера, поставят во главе, все хорошо, это как бы демократия, да, демократические ценности, но когда сожгли Хилтон, символ роскоши и богатства Катманду, отель 60 там, по-моему, 4 этажа, это прям, ну, это было, это визитная карточка, сожгли. Так, что тут? Не жалко. Им не надо. Тем, кто там поддерживает этого рэпера, там, который там позвал всех на баррикады, им Хилтон абсолютно не интересен. Хилтон их даже раздражает, возможно. Да они не мыслят категориями символ, некая визитная карточка, они не мыслят. Там Непал вообще очень интересная страна. На самом деле интересная страна, которая привлекает огромное количество туристов. Туристический поток дает большое количество именно прибыли в бюджет, потому что в первую очередь привлекает желающих взойти на Эверест, Непал, а другое это места, где по легенде, по преданию родился Будда, то есть туда тоже едут как раз. И, соответственно, в этих местах зарабатываются деньги, понятное дело, едут богатые туристы, ехали богатые туристы. Сейчас, наверное, не знаю. То есть я очень хорошо помню нулевые годы. Я помню 2001 год, трагедию, когда принц Дипендра убил своего отца Бирендру и всех своих там дядей, тетей и так далее за обеденным столом, точнее за ужином, и сам пытался покончить жизнь самоубийством, потому что ему не дали возможности жениться на той, на ком он хотел. Хотя, опять же, очень странная вещь. Он без женитьбы с ней жил 10 лет в, скажем, не совсем законном браке, но это такое, на это закрывали глаза. Потом 2006, если не ошибаюсь, год, когда ликвидировали монархию, маоистские партизаны, которые там в лесах где-то были, и вообще маоисты левые, они попытались прийти к власти, сформировать свое правительство. Потом, соответственно, были разного рода пертурбации. Страна крайне нестабильная, страна бедная, откровенно, достаточно бедная страна, высокий процент людей, которые живут за чертой бедности, и я не помню, кажется, четверть населения по официальным данным живут именно с того, что они попрошайничают, нищенствуют. Есть такой момент. И именно это определяет также дополнительно определяет нестабильность Непала. Что касается нынешней ситуации, я думаю, что мы еще увидим, как будет влиять ситуация в Непале на регион в целом. И что последует за нынешними событиями. Ждать недолго, мы просто посмотрим, кто будут формировать новое правительство и кто будут руководить Непалом в ближайшие годы. И тогда станет понятно, кому это было выгодно. Еще один бунт проистекает сейчас в Париже, массовая забастовка, захвачен там Лионский вокзал в Париже, красивейший, кстати, вокзал. Так вот, если я не был, но вот так посмотрел, что это за объект, как бы смахивает на Ленина, как там, мосты, вокзалы, связь. Насколько... А Макрон как бы в Польше, душой и сердцем. И, конечно, поддерживает Зеленского, тоже, в общем-то, его желает в коалиции желающих поддержать. Что Франция может преподнести серьезный какой-то геополитический сюрприз, особенно в ближайших раскладах? Когда-то один мой знакомый шутил, что это только согласно
классиком. Вот. Для того, чтобы взять власть, необходимо захватить мосты, там, банки, телеграф, почту и так далее. Вот. А в украинских реалиях надо попросту взять под контроль банковую и мостовую. Понятное дело, кого он имел в виду. Так. Что касается, это еще было в 2004 году, эта фраза прозвучала. Что касается ситуации, да, Гар-де-Леон, очень красивый вокзал, один из красивейших вокзалов Парижа. Неоднократно оттуда приходилось отправляться в разные точки во Франции. Вот, что касается того, что происходит. Там происходит очень неоднозначный процесс, потому что там сейчас кризис элит очень серьезный, кризис парламентский, точнее правительственный кризис, которым рискует превратиться в парламентский, и, соответственно, может посыпаться нынешняя конструкция элит. Вот. С одной стороны, Макрон попытался сейчас передать власть, точнее передать руководство правительством Себастьяну Лекарню. Вот. Но вопрос в том, что он крайне непопулярен, в том числе среди парламентариев. А что касается ситуации в самом парламенте, Национальной ассамблее, там может сложиться определенный консенсус, который может похоронить нынешнюю конструкцию власти во главе с Макроном. Приходят новости, мы в прямом эфире, прямо сейчас заявление Нетаньяху. Впервые с момента вот этого удара по Хамас, переговорной группе, он обвинил Катар в укрывательстве террористов. Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов, либо вы их выдворите, либо передадите суду, потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы, заявил Нетаньяху в вечернем видеообращении. А это ведь уже, ну смотрите, понятно, плевок в мировой порядок, плевок в это все, то есть мы, там же как это, Белый дом, Левит выкрутила, мы бомбим территорию чужую государства, но мы это делаем ради мира, то есть там все будет быстрее закончиться. О каких тогда переговорах может идти речь? И как можно тогда, например, играть вот эту игру, а поедь туда, а не ты приезжай ко мне, в которую играет Зеленский и Путин? Ну, это на самом деле заполнение информационного пространства разного рода тезисами, которые просто создают шум. Но реально сейчас идут переговоры, продолжаются технические переговоры между Россией и Соединенными Штатами. Есть этот переговорный процесс, он идет. Для Зеленского вот это возможность, вот этот пинг-понг словесный с Путиным, вот, просто ответить на вопрос, а почему Украину не сажают за стол переговоров. Так что не надо обращать внимание, слишком буквально обращать внимание на какие-то заявления в этом процессе. Они все делаются ровно для того, чтобы создать определенную завесу за реальным процессом. Венс сегодня разошлось его интервью, он говорит о том, что мы давим на Украину и на Россию. Ну, понятно, что как бы Трамп и Венс, они против санкций, против Российской Федерации. Тогда в чем смысл игры, вот этой игры с Европой? Сегодня Еврокомиссия выдала такой циркуляр, это, конечно, на голову не налазит, называется репарационный кредит. Это, конечно, обалдеть. Слушайте, репарационный кредит. То есть мы как бы даем кредит, да, берем, конечно, с процентиком, пусть там маленький или побольше, но как бы в расчете на репарации. Ну как, ну не гениально же, Константин Петрович. И эту организацию, Европу, да, евробюрократов, хотят заставить бросить покупать все околороссийские и российские энергоресурсы. Ну, Трамп, Да. по-моему, заведомо ввязался в какую-то проигрышную войну. Да. Нет, и то, что у Европы сейчас очень серьезная проблема
Они подписали драконовские соглашения относительно тарифов и относительно пошлин с Соединенными Штатами. Они уже посчитали, насколько это будет невыгодно для них. И они понимают, что либо сейчас они совместно с Соединенными Штатами притянут Соединенные Штаты, что если уж так, если бить по России, то давайте вместе. Вот. Соединенные Штаты им говорят, хорошо, мы готовы сейчас ввести тоже санкции против России, но при этом вы вводите санкции против Китая и против Индии. Вот. Они говорят, нет, мы не можем, точнее мы можем, но не раньше 29 года. Вот. А сейчас мы не можем. Вот. Трамп говорит, тогда и мы сейчас не можем. И вот это начинает сейчас такой у них пинг-понг. А что касается репарационных кредитов, ну, вы знаете, мы увидим еще большое-большое количество изобретений, каким образом в нынешних условиях, нынешней постмодернистской вот этой вот ситуации, которая возникла, мы увидим огромное количество разных терминов, разных ухищрений, разных новых терминов, которые попросту будут помогать решить насущные вопросы в условиях, когда существующая договорная база эти вопросы решить не может. А вы заметили, как почти не сообщили, куда кто прилетел и попал? Ну, прошлой ночью. Да. Запад страны, туда-сюда, все. Запад страны, немножко Днепропетровской области, и так далее. Никто ничего не сообщил. Вы заметили? И это... Но зато сообщили, что сбили, сколько, 740 там, кажется? Да. Шахедов сбили, а все остальные улетели в Польшу. И какое-то странное ночное землетрясение на Франковской, по-моему, области произошло. Бывает, знаете, бывает, землетрясения бывают, особенно если, да, если оно не естественного характера. Почему украинцы не уважают себя? Вы знаете, они согласились в самом начале войны, их убедили просто. Давайте вы со своим самоуважением потерпите, вы попросту делайте вид, что вы нам подыгрываете, мы вам будем вешать лапшу на уши, а вы просто с благодарностью смотрите нам в глаза и заглядывайте в рот. Давайте будем играть такую игру. Это новый общественный договор, который наступил между властью и обществом после начала войны с Россией. Так что и сейчас они до сих пор живут в этом обществе. Власть врет, это общество делает вид, что верит. Власть говорит о том, что мы побеждаем по всем фронтам и так далее. Главное, что мы не потеряли независимость. Это самое главное. И народ говорит, ура, мы побеждаем. Зеленский же так сказал вчера, что это критерий победы. Генштаб говорит, мы каждый день 1000-2000 человек уничтожаем. Потери у России колоссальные, они уже больше 1 миллиона потеряли. Все говорят, верим. Говорят, конечно же верим. А Украина потеряла только 30 тысяч или 40 тысяч человек. Все говорят, верим, тоже верим. И ТЦК у нас действует исключительно только в рамках закона. И все говорят, только в рамках закона. И это сейчас мы пожинаем плоды этого общественного договора неформального, который сложился между властью и обществом. Потому что если кто-то говорит, власть врет, значит он работает на Путина. Нельзя говорить, что власть врет. Власть не может врать априори. Как выходить из этого политического угара? Я боюсь, что будем выходить очень болезненно. Особенно это будет болезненно и для тех, кто очнется. Знаете, как солдатам вермахта показывали ситуацию, которая сложилась в концлагерях. Они же плакали, теряли сознание, кто рассудок и так далее. Они не могли поверить, что это было, что они были соучастниками этого процесса. Они не могли поверить. Я думаю, что когда через некоторое время расскажут правду, попросту откроют глаза и скажут, что на самом деле режим Зеленского поступал так. И очень многие будут просто говорить, как это могло быть. Да так, потому что этот общественный договор заставлял это видеть, а это не видеть. Эту сторону воспринимать, эту не воспринимать. Интересно, что на фоне
всего происходящего происходит настоящая катастрофа одноэтажной Украины, маленькой Украины. Небольшой там городишко, Путивль, да, в местных группах прошло сообщение, ну это как для местных. Остался в хлебопекарне, хлебзаводе, ну скажем так, по направлению там несколько сел. Да, вот один мужчина, который каждое утро встает и едет развозить хлеб. Его приняли и забрали на войну. А найти некого в Путивле хлеб такого же, который может сесть в хлебовозку и развести хлеб. И поэтому, говорят, мы с вами были 30 лет, закругляемся. Хлеб в село некому привезти. То есть его можно купить муку, испечь, там, есть там женщины, которые работают, есть там, ну, привезти не могут. Вот по конкретному направлению, которое там занимался этот человек, даже имя, фамилию его называют. Ведь это же какой-то абсолютный нонсенс. Вместе с этим мы видим, что кризис коснулся не только в том виде, что берут и хватают всех, ну, кого попало. Тут в некоторых кругах уже начинают говорить, что, простите, пожалуйста, но вот эти ВЛК, МСЭКи вот эти, да, которые там поназначали инвалидность в каком-то прошлом, позапрошлом годах, уже как бы отменяют свое решение и ставят полностью здоров. Те, которые за деньги куплены, ну и те, которые там, а без денег мы их видим и так. Этот человек, большой человек, доброй души, молодой хлопец там, с синдромом Дауна, играющий как с самолетиком из бумаги беспилотник на передовой, которого сняли украинские бойцы. Ну, он облетел сеть, не будем напоминать. И он радуется, как ребенок, играя с этим. Ну, он там, ну, на передовой. Он здоров. Этому уже никто не удивляется. Многие говорят, что все равно будет конец. Вот он будет. Вот все уже на исходе. Судя по вот этим как бы эпизодам. А так ли близок этот конец, и есть ли еще запас прочности? У меня есть один приятель, близкий к власти. Близкий к власти, по крайней мере, он время от времени даже имеет возможность общаться, страшно сказать, с Владимиром Александровичем, вот, с нашим Черчиллем. Вот. И, соответственно, я его как-то спросил, говорю, о настроении, которое сегодня доминирует на Банковой. Он долго думал, а сам он историк по образованию, очень любит историю и так далее. Вот. Чиновник такой профессиональный. Он говорит, ты знаешь, 28 апреля 1945 года, но еще не 29. Угу. Вот. Я так завуалированно тоже отвечу его словами. 28 апреля, но еще не 29. Ну, повестку, которую отправляют по почте, сам факт его отправления приравнивается к факту получения, а следом штраф. Это уже, по-моему, как бы казус. Ну, это уже обсуждалось уже неоднократно, этот вопрос. Вы знаете, точно так же, как и действия ТЦК, и то, как реагирует народ, и как будет народ реагировать на ТЦК. И никакие оправдания не будут приниматься. Мы же понимаем, что есть несколько процессов. Первый процесс, вот, есть то, что называется план до двора. Вот, как называется. То есть у каждой ТЦК есть план, сколько людей они должны вот, бусифицировать за сегодняшний день. Вот. И, соответственно, их не волнует. Это люди, значит, с синдромом Дауна, это люди калеки, это люди, там, которые имеют право на отсрочку или не имеют права на отсрочку. Есть право, значит, не будет. Все. Значит, это вот есть план. Не выполнил, вот, штрафные санкции, там, всякого рода взыскания и так далее, вплоть до того, что отправят там, на передовую. Это вот они, соответственно, и рады стараться в этом отношении. Второе. Понятное дело, что очень тесно ТЦК и разного рода врачебные комиссии, они же являются фактически единым организмом. Вот. И третий момент. Вот, условно говоря, необходимо сегодня набрать 20 человек, вот, набирают с запасом 30.
Вот, не потому, что их отбракует комиссия, а потому что человек 10 из этих 30 смогут откупиться. Смогут откупиться. Им поставят ценник и скажут, что ну хочешь домой, хочешь идти работать, хочешь развозить хлеб в районные центры Путильской области, или там, извините, в села Путильского района. Вот, пожалуйста, будь добр, вот тебе прайс. Вот, выйдем там за угол, отсчитаешь, или там пришлешь гонца, дадим возможность позвонить. Это такой себе уже рэкет, можно сказать. Вот. И четвертый момент, самое главное, что движет врачами, например, которые выдают сегодня справку об инвалидности, а завтра о том, что человек здоров. Деньги – это такая категория, которая имеет свойство заканчиваться. И понятное дело, что если деньги, выданные за то, что человеку выдали справку об инвалидности, если эти деньги закончились, то где взять, как пополнить закрома? Прийти к этому же человеку и сказать, либо плати второй раз, либо у тебя инвалидности не будет. Ну, тут же еще, понимаете, сообщение пришло. Это, кстати, нардеп Железняк. Да. Ну, тот, который там шутил вчера, говорил, ой, мы не легализовали там видео для взрослых, да, сервисы, зато открыли заседание Рады, теперь можно транслировать. Ну, пусть хоть как-то народ немножко выпустит пар, да, не телемарафоном единым. Он вообще сообщает, что в Полтавской области власть принуждала предприятия отправлять работников бесплатно работать на строительство фортификаций в обмен на то, что будет бронь. То есть предприятие, у него есть работники, они забронированы по закону, все честно. Там беда у работодателя, но тем не менее волокита, это есть. Это работа такая у них, у юристов, предприятия, чтобы оформить все четко. И, в принципе, получалось. Их берут и говорят, у вас бронь, тогда он ройте окопы. Я просто помню, когда вот эти истории только вот начались где-то весной 2014 года на Донбассе, в разных там городах, в Луганске, там, в Лисичанске, в Волчевске, везде, то есть были вот эти ополченцы, которые, поступали так, но не с работниками предприятий, а с хулиганами. Ну, то есть там набедокурил человек, там, жену поколотил пьяный, приезжает эта бригада ополчения, его раз, бросили, он протрезвел, и только протрезвел вперед, там, чего-то рыть, какие-то окопы. Но простите, но мы же демократическая страна. То есть ты свою бронь должен еще с лопатой в руках подтвердить. Кто сказал, что мы демократическая страна? Конституция у нас на паузе. А если Конституция на паузе, то никто никому ничего не должен относительно демократии. Вот. Это первое. Второе. Вспоминается анекдот, когда два друга разговаривают, один говорит другому, вот как бы ты назвал человека, который вот бросил жену с детьми, бросил больного отца, вот, ушел, значит, подставил многотысячный коллектив, вот, и ушел себе там, значит, куда-то там дауншифтингом начал заниматься. Там, кто говорит, конечно же, сволочь, он и скотина, говорит, да, вот. А Восток дело тонкое, говорит, там его назвали Буддой. Вот, так что, вот, то же самое и у нас, смотрите, вот мы возмущаемся вот этому всему, но, извините, пожалуйста, у нас же есть украинская история, есть наш пантеон героев, есть наши люди, которых мы возвеличиваем. А гетман Иван Степанович Мазепа разве не то же самое делал? Вот. В обмен на то, что там людям сказали, что вы не пойдете воевать, но зато поедете вот строить сейчас Санкт-Петербург. Вот. И тысячи человек, там, и казаков, и посполитых, всех отправляли там гамузом туда строить Петербург. Где они там погибали и так далее. Понятное дело, за похлебку. Понятное дело, что никто им там не платил особо. Вот. Так что то же самое. То же самое. Я уже не говорю о том, что гетман Иван Степанович Мазепа, точно так же, как наш дорогой Андрей Борисович Ермак, точно так же пытался уничтожить местное самоуправление, и за это его возвеличивает. Он у нас величайший из всех народных национальных героев. Вот. Так чего же мы сегодня вот возмущаемся? Тем, что наши сегодня вот чиновники делают то же самое, что делал гетман Мазепа в XVIII веке, за что его... Ну, в России это там понятное дело, там его там анафему предали, а у нас-то он же национальный герой. Может быть, тоже это, вот в Полтавской области вот этот человек, который там гоняет людей бесплатно только за бронь, значит, строить фортификационные сооружения, может, он тоже станет национальным героем со временем.
Понятное дело, что я шучу, что это горькая шутка, понятное дело, что это сарказм, но в любом случае, знаете, это признак нынешнего времени. Скотство, которое сегодня развивается, вот, скотство, что потом как бы война все спишет, потом мы разберемся после войны. Вот это принципом освященное и легализованное скотство, оно сегодня стало элементом нашего сегодняшнего дня. Какая-то очень такая скромно освещаемая тема. Все вроде бы как спрятали головы в песок, и никто ничего не говорит по этому поводу. Так а выезд 18-22-летних очень серьезно ударил по рынку труда. Очень. Более того, знаете, хотя и говорят, что да нет, нету никакого ажиотажа, никаких там, не увеличилось количество людей. Все в тех же нормах, одинаково, вот что было, так и есть, никто не ломанулся. Вы знаете, за последнюю неделю у меня, мои знакомые, 4 человека за последнюю неделю, 4 человека вывезли своих детей. 4 человека. Вот это те, которые приехали, с которыми я встречался, пил кофе и так далее. Вот. Еще несколько человек со мной сейчас в переписке. Там, вот, куда лучше вести, что бы ты посоветовал и так далее. Что советуете? По-разному, в зависимости от ситуации, от профессии, наличия профессии или отсутствия. Говорю о том, какая ситуация сложилась в той или иной стране в Европейском Союзе, как относится там, власть, насколько переполнен рынок труда украинцами, насколько лояльна местная власти, есть или нет у людей деньги, в принципе, на обоснование этого человека. Если нет денег, совсем плохо, потому что, понятное дело, что социал, который сейчас платит там, вот, он не особо покрывает те или иные расходы. Так что в каждом случае это индивидуальный подход. Просто когда мы там видим, ну, там, ситуацию с Кулебой, а он там оправдался, командировка, все нормально, и обратился к украинцам возвращаться в страну, мол, все должны вернуться и, в общем, защищать Украину. А люди, которые вернулись в страну, их прям хватают, бьют, отправляют в ТЦК, говорят, плати, давай, вот билет стоит там $800. Есть 8, нет, ну все, в распредцентр. Говорит, ну сейчас подождите, так, я домой еду, я там с домашними своими ТЦКшниками, ну, поговорю. Не-не-не, вот прям сейчас. И так и делается, прям сейчас. Там проходит 2 часа, у тебя уже все на руках, и ты уже готовый воин, вперед из песней. И все это понимают и знают. Так, Более того, вы знаете, это одна сторона процесса. А я знаю случаи еще и другого характера. Это людей отправляют на войну, как бы. А я знаю случаи, когда некоторым бизнесменам, которые жили еще с довоенных времен в Европе, вот, им звонили очень высокие люди, вот, не первые, но не вторые в этом государстве. Вот, звонили и говорили, даем гарантии, вот ты приедешь, мы порешаем вопросы определенные, надо решить вопросы, ты ж патриот, ты ж за, значит, то, чтобы помочь нашему государству экономически, вот приезжай, вот мое слово, вот я тебе обещаю, что ты вот приехал и точно так же уедешь, будет у тебя окно, я лично позвоню. Он приезжает, решаются вопросы, вот, соответственно, он садится в машину, едет обратно, вот, на контрольном пункте, где там это на контрольно-пропускном пункте, смотрит, говорит, ну, там что-то ваш паспорт не нравится. Вы знаете, мы этот паспорт отдадим на экспертизу, вот, так что возвращайтесь в Киев. Он возвращается, на утро обыск, арест, подозра и так далее. Сидит человек вот уже второй год. Второй год сидит. Да. Под честное слово, я повторюсь, не первого, но и не второго человека в этой стране. то есть они навечно, а после нас хоть потоп. Слышали Да? мы эту Более фразу того, историческую? при этом они себя считают бессмертными. Там Путин и Си Цзиньпин обсуждают про 150 лет, доживут ли они до 150 лет, а эти считают, что они вообще будут вот бессмертны. Есть ли, как вы просто оцениваете, исключительно как историк и профессионал в политическом анализе, есть ли какая-то
Ну, это слово оппозиция уже нет, да? Ну, давайте, это уже испоганили это слово. Но есть ли какая-то плюс-минус политическая альтернатива и какие-то команды, люди, которые могут взять на себя, ну, вот эту роль, функцию, да, противостоять политически режиму в Наверное, войне? нет. Смотрите, а кто? Мы их видим всех, они все на виду у нас, все наши политики, они у нас на виду. Вот, потому что есть Залужный, на которого кто-то молится, но Залужный – это дублер Зеленского, и точно такой же. Ну, просто он на фортепиано не умеет играть, так, как Зеленский. Вот, и, соответственно, у него есть хотя бы военное образование, скажем. Есть Буданов, но это тоже партия войны, скажем, это представитель партии войны, вот, хоть и более умеренный и ориентированный не столько на Британию, сколько на Соединенные Штаты. Порошенко или Тимошенко воспринимаются как фигуры дня вчерашнего, то есть еще с той довоенной поры, то есть они не являются новыми, и вряд ли они могут сделать какое-то новое предложение. Ну кто, Бойко или еще кто-либо, ну это смешно, знаете. А вот новые лидеры, я думаю, появятся именно в период пробуждения, когда люди начнут наконец-то из вот этого гипноза выходить. Когда они начнут понимать, что стоп, нас тут где-то нас кто-то очень сильно обманывал все это время. Так жить нельзя. Вот когда будет понятно, что так жить нельзя, тогда появятся и новые лидеры, и новые формы самоорганизации и так далее. Сейчас нет. Сейчас на место Зеленского придет новый Зеленский. Так может лучше уже новый Зеленский? Зачем? Ну, хоть Зачем новый как-то... Зеленский, если мы уже старым сыты по горло? Зачем нам Валерий Федорович Зеленский, Кирилл Алексеевич Зеленский и так далее? Я просто не понимаю, знаете, я немножко... Тут же Буданов недавно давал интервью, Да. и так, как это, шатал кастрюлю на голове у Кипиани, кажется, он у него брал интервью. Так вот, причем так где-то там. А я вот думаю, вот, а почему у меня такой образ приходит? Ну, во-первых, там же как, вот, орешник, это психологическая операция. Не, говорит, реальное оружие, мы его не собьем. Он говорит, вот там, не, ну если Россия сейчас объявит просто мобилизацию, все, это будет катастрофа, это ужас, то есть это действительно угроза. А вот срочники, ну вот это как бы фантомная боль из 90-х, вот это Чечни, для этого делается. Говорит, не, ну а что срочники? Срочники не нужны. Мобилизация, то есть они спокойно, красиво все как бы частично мобилизовали, в это время загнали всех учиться и пошли, запустили поток ну, обучения. И там человек проходит нормальную подготовку, нормально приходит, ну и, соответственно, как бы атакует. То есть снимает полностью эти шоры с глаз. А я думаю, что кастрюля, кастрюля? Вместе с поваром из шоу кулинарного «Мастер-шеф» он снялся, рекламировал, что дроны. Дроны, мол, давайте там скидываться. Какой глава разведки будет сниматься в этом? No. Смотрите, нет, то, что Буданов на самом деле за время войны вырос как политик, это однозначно. Я слежу за ним, ну тут сложно, вся страна следит за ним, потому что это, наверное, единственный случай в истории, когда шеф спецслужбы вот, очень активно занимается пиаром. И я скажу, что вот от этих шапкозакидательских и абсолютно, скажем, смешных заявлений относительно расчленения России, помните карты Настеева, Буданова и прочее, вот, он перешел к очень здравым заявлениям иногда, вот, очень здравой позиции. То есть, когда он, скажем, одной-двумя фразами разбивает большое количество пропагандистских штампов. Это у него есть. Да, это очень не нравится Ермаку. Да, это следствие его конфликта с Ермаком. Да, это то, что сам Буданов уже сидит с собранными чемоданчиками и готов, что его в любой момент могут уволить. Ему это угрожает. Тем более после того, как его, скажем, визави в Соединенных Штатах, шеф разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов был отправлен в отставку. То есть все это есть. Все это есть. Он действительно интересный. Но пока что он действует в той системе координат, которая задана Зеленским.
Вот если ему удастся выйти из этой системы координат, то Украина будет новой политикой. Но для этого необходимо действовать не по тем правилам, которые ему диктует Зеленский. А по-другому он не умеет. Народ может жить в мире? Вот мы сейчас подведем итоги нашего вопроса. И, ну, там это вчера в шуме, там я общался. Если интересно, перейти посмотрите с людьми. И, в общем, там был опрос в голосовании. Ну, мол, то есть война, да, например, там, вот закончилась. Что вы сделаете там? Вернетесь в Украину, не вернетесь в Украину. И большинство сказали, что не-не-не, я побуду там, где я есть, да, то есть и осмотрюсь хорошенько, куда дальше двигаться. И много тоже, второе место, тоже очень много людей говорит, вообще непонятно, что делать, ну, когда война закончится. Есть вот этот страх окончания войны у народа? Есть несколько аспектов. Первый аспект – это то, что все очень хорошо помнят слова относительно того, что, знаете, слова, которые приписываются, кто Хорсту Весселю приписывает, кто Ремарку, вот, что наслаждайтесь войной, мир будет страшным. Есть это. И очень многие задаются вопросом, хорошо, закончится война, а что делать с людьми, которые вернутся с фронта? Вот. Сегодня они защитники, честь им и хвала, они защитники, герои и так далее. Завтра заканчивается война, они становятся угрозой для жизни, безопасности любого гражданина. Сразу же. Демобилизация – это не значит, что у них будут демобилизованы мозги. Это не значит, что им найдут применение в мирной жизни. Это не значит, что они будут довольны тем вариантом справедливости, который предложит власть. Вот. Поэтому конфликт между военным и обществом после войны он неизбежен, в принципе. Вот. Второй момент – это то, что ни одна война не заканчивается в тот момент, когда подписывается мирный договор. По инерции война длится еще некоторое время. Вторая мировая война длилась как минимум 10 лет, еще после того, как закончилась. Почему? Я не говорю о том, что там гремели выстрелы. Последний выстрел во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, прозвучал в марте 1946 года. Имеется в виду последние боестолкновения, там разрозненные вот эти части, которые там прятались еще в Германии, там, время от времени делали какие-то вылазки. То есть, понятное дело, что победа, все, подписали соглашение, но до марта 1946 года еще стреляли. А режим вот это вот восприятие свой-чужой, враг, друг и так далее, он существовал до 1955 года. Вплоть до того момента, когда Австрия получила независимость после войны. Вот вплоть до этого момента. А если по-хорошему, так вплоть аж до 60-х, 70-х годов была напряженность еще у европейских государств в отношениях с Германией. Несмотря на то, что Германия уже стала одним из членов фундаторов того процесса, который у нас сегодня считается процессом создания ЕС, когда создавалось европейское объединение угля и стали, и когда общий рынок и все прочее, Германию включили в этот процесс. Но настороженность определенная в отношениях с соседями существовала и дальше, продолжала существовать дальше. Константин Петрович, опрос нашего сегодняшнего эфира. Давайте подведем итоги. Интересные итоги. Все в одну калитку, плюс-минус. 10%, если бы отключили соцсети и мессенджеры, что бы вы сделали? Побухтели бы, но выполнили закон. То есть побухтели бы, согласились, 10%. Лекс, закон суровый, но это закон. 11% обрадовались бы и поддержали запрет, их эти соцсети. Еще 11% пошли бы сносить власть и грабить, как в Непале. Не пальцы, не пальцем деланные. И 68% приспособились бы, но не отказались. Так втихаря, то есть, втихаря. Понимаете, в чем дело? Ведь это тоже какая-то глупость запрещать соцсети. Вы думаете, в Украине запретят? Я вообще не удивлюсь ни одной глупой инициативы власти. И не только власти. Мы видим, что по выступлению Петра Алексеевича Порошенко, мы видим, что глупые инициативы могут продуцироваться и оппозицией. Вот. Так что в любом случае я бы этого не исключил.
Мне кажется, что сейчас любой украинец уже имеет у себя VPN в телефоне, и, соответственно, он смотрит, ага, да, ну, хотят они, ну, ладно, хорошо, нажмем тут кнопочку, сейчас запустим VPN, будем смотреть дальше. Пусть запрещают. Вы А, понимаете, у нас, это ж любой юрист знает, что строгость украинских законов компенсируется необязательностью их выполнения. ну, мобилизация не компенсируется. Ну, там какие-то вот эти поборы. Ну, понимаете, все как бы... Понятно, что все можно порешать, но вот у водителя хлебовозки нет 8000 долларов, Да? чтобы Ну, пойти не в 80. бригаду, которую он там выберет, и 30, чтобы его просто отпустили до следующего раза. Ну, Да, дикие же цены просто. конечно. Конечно. Но есть прайс. Вот. Кто не попадает, вот это рыночные отношения. Кому не по карману, того отправляют. Извините, я цинично говорю. Но именно так мыслит наша власть. Именно так мыслит наша власть. А нет денег, пожалуйста, воюй. Есть деньги, давай сегодня заплати, вот, покупай контрамарку на год, через год снова тебя поймаем, бусифицируем и снова заплатишь столько же. Смотрите, то есть там в России очень много, ну, тоже проблем. Не будем там как бы романтизировать другую сторону, да, которая там, с которой воюет Украина. Там по-своему, там межэтнические отношения, там и власть тоже, и режим, и менты, и как бы это все, то есть, да. Но там до этого не додумались, до вот этой вот бусификации. Тупые. С точки зрения, вот так бы сказал бы, наверное, Зеленский. Так же сказал бы. На самом деле там какие-то правила существуют. Нет, ну Знаете, понятно, что... когда-то один мой... Нет, я не идеализирую, ни в коем случае не идеализирую. Просто один мой приятель, я это приводил уже цитату неоднократно, он в конце 90-х годов угодил в тюрьму. Ненадолго разобрались, его отпустили, но когда он вышел оттуда, он сказал, я понял одну вещь. Ни в коем случае нельзя бороться с организованной преступностью. Ни в коем. Потому что на смену организованной преступности придет неорганизованная преступность. Неорганизованная преступность – это страшно. Это ужасно. Так вот, Украина на сегодняшний день – это неорганизованная преступность, которая пришла в 2014 году к власти. В 2014 году, ну вот с некоторыми там, ну потом, соответственно, она до сих пор, эта неорганизованная преступность, сегодня давлеет над украинским обществом. М, Приходят сообщения. Свиные головы поставили перед мечетями в Париже. Значит, на одной из них было написано слово «Макрон». Префект полиции Парижа сообщил, что правоохранители принимают все меры виновников, поиска виновников этих гнусных проступков, говорит префект Просто полиции. французы не умеют холодец готовить. Ну вот, наверное, да. Ну, французский бунт, конечно, он интересен. Вряд ли будет похож на непальский, но тем не менее. Но тем не менее. Тут же как бы это стихия. Тут надо вот спичка, поднес и что-то может произойти. Давайте к вопросам нашей аудитории. Значит, режим Блиц, чтобы больше успеть. Значит, поехали. Сообщество YouTube, скажите, Зеленский это уже Пиночет? Если да, то возможно, что Пиночет закончит, как Сальвадор Альенде. Или сюзерены оставят его жить на Эльбе с таким багажом знаний, а Израиль рискнет его принять. Нет, ну вы понимаете, я думаю, что сравнивать Зеленского с Пиночетом, ну, это не совсем правильно. Зеленский – это, да, тип латиноамериканского диктатора, но точно не Пиночета. Пиночет хотя бы вел какие-то конструктивные действия. Его можно хотя бы в некоторой степени оправдать, его действия можно при желании. Я не берусь быть адвокатом Пиночета, я все-таки воспитан на вот этой всей мифологии там, Сальвадора Альенде, Луиса Карвалана, Виктора Хары и так далее.
Вот, то есть это для меня вот это «Эль Пуэбло Унида, Хамас, Равен Сида» и так далее. Это часть моего детства, моей юности. Вот, поэтому Пиночета назвать героем я не могу. Вот. Но Пиночет хотя бы провел реформы. Пиночет действительно покончил с той ситуацией, которая сложилась в Чили вследствие абсолютно неудачных социальных экспериментов, которые проводились до него, в том числе при Сальвадоре Альенде. Все это да. Вот, извините, а какой позитив у Зеленского? Вот что может сказать на таком виртуальном суде, вот представьте суд, на котором судит Зеленского, что может сказать адвокат в его оправдании? Он и Война? втик. Хорошо, да. Господа присяжные заседатели, вам этого достаточно? Мне кажется, Ну, и каждый втик, может сам да. сказать. Значит, неужели Зеленский задумал пятый раздел Польши, мало ликвидация раздела Украины, на кого рассчитана инсценировка с дронами и рэп? Давайте не будем говорить про это, потому что пока что непонятная ситуация. Знаете, сегодня мнения разделились. Одни говорят, что это просто определенный показательное выступление со стороны России с далеко идущими последствиями. Другие говорят, что это инсценировка со стороны Украины. Вот. Я не готов сегодня стать ни на одну, ни на другую сторону. Константин вам задает вопрос, какие цели преследует администрация Дональда Трампа и окружение, уделяя столько внимания убийству Ирины Заруцкой. Это вот та беженка из Украины, которую 14 раз с 14 приводами в полицию, вот этот вот темнокожий в метро умертвил. Причем во время нашего эфира пришло сообщение, раньше чуть-чуть Трамп говорил, я за смертную казнь. Вот пришло сообщение, что прокурор Северной Каролины уже подал прошение в суд о том, что, в общем, там смертельную инъекцию ему как бы ввести, этому чумазенькому идиоту. Угу. В первую очередь это продолжение вот этой миграционной политики Трампа. Показать, что смотрите, каких уродов демократы ввезли в Соединенные Штаты. Посмотрите, что простым людям житья нет. Это первое. Второй момент. Фактор расовый. Вот, смотрите, черный зарезал белую. Вот, а это очень важно для сторонников Трампа. Это очень мобилизационный, серьезный мобилизационный момент, потому что он может означать фактически определенную реакцию на те события, которые подорвали авторитет Трампа во время первой каденции, я имею в виду акции БЛМ. Это анти-БЛМ такой себе, освещенный сегодня американцами. Была бы она не украинкой, была бы она эта девушка сербкой, полячкой, там, француженкой или еще кем-либо, но белого цвета кожи, все равно Трамп бы эту историю обязательно поддержал, потому что сегодня это мобилизационный фактор для его сторонников. Ну так эти молчат, наши. Ну, а где Зеленский? Где Зеленский? Я надеюсь, в Украине. Нет, ну вышел бы, сказал что-то. Дроны в Польше он обсуждает на своем ежедневном, сегодняшнем, в частности, ну, этом вечернем обращении. Добрый вечер. Согласны ли вы с тем, что все последние 11 лет украинской внешней и внутренней политики можно характеризовать словами? Сейчас будем давать любые обещания, ну а вешать будем потом. Если не ошибаюсь, это слова видного деятеля украинского национализма Борислава Бляхера в девичестве «Береза». Да, ему приписывают эти слова, якобы они были сказаны в 2014 году еще или в 2015, то есть на заре тех трагических событий, которые сегодня мы уже 10-й год наблюдаем, 11-й год наблюдаем. Вот. Что касается подобного рода политики, знаете, когда-то во времена Виктора Андреевича Ющенко я в Брюсселе ужинал с одним бельгийским политиком, дипломатом, который с юмором рассказывал. Вы знаете, Украина придумала новую форму дипломатии. Это были нулевые годы, благословенные времена Виктора Андреевича Ющенко. Он говорит, вот, как мы оцениваем украинскую дипломатию? Вот, приезжает Ющенко в Брюссель, мы торжественно подписываем некое соглашение, вот, ставим подписи, вот, европейская сторона, украинская сторона, и украинская сторона едет выполнять взятые на себя обязательства. Через полгода
Украинская делегация приезжает снова, мы говорим, ну давайте сейчас разберемся, как выполнены вот те вот задачи. Они говорят, мы ничего не выполнили, но у нас есть новый план. У нас есть новое предложение. Мы это отложим в сторону, у нас есть более насущный, более интересный вот вариант. Вот, подписываем новое соглашение, как дополнительный протокол уже, как бы, и так далее. Вот. Через полгода снова приезжают и говорят, нет, мы снова ничего не выполнили, но у нас есть новое предложение. И так, говорит, вот украинская дипломатия, вот украинско-брюссельские вот эти вот отношения между Киевом и Брюсселем, Киевом и европейской бюрократией, они развивались именно по вот такому вот пути сплошных обещаний. Вот, сплошных новых инициатив. Вот приблизительно, вот, вы знаете, и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском, вы знаете, мало что менялось. Менялась форма, а суть оставалась той же. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Кость Петрович, скажите, пожалуйста, существует ли такое понятие, как славяне, или это пропагандистская выдумка Российской империи, а потом СССР, как было написано в одной статье? Какие из нынешних стран можно считать славянскими? Было ли единое славянское государство? И еще, почему-то складывается впечатление, что первыми людьми на планете были именно украинцы, так как сейчас вещают пропагандисты. Но реально, когда примерно появились украинцы и Украина? Знаете, когда, значит, что касается того, что первыми людьми были украинцы, Юрий Винничук, известный львовский писатель, публицист, в начале 90-х годов написал эссе под названием, большое эссе под названием «Малороссийский мазохизм», которое начиналось словами, я приблизительно процитирую, что в мире есть два народа, которые гордятся своей древностью, и которые спорят из-за своей древности. Это украинцы и евреи. Вот. И когда они, наконец, договорятся между собой, кем по национальности были Адам и Ева, они начнут спор о том, кем по национальности были динозавры. Вот. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что это очень, очень метко он подметил. Вот. Что же касается славян, извините, это лингвистический, а не этнический. Лингвистическое понятие, а не этническое. Славянами называют по языковому принципу, а не по генетическому принципу. Есть большое количество славянских народов, у которых доминирует тюркский элемент. Вот в их крови, например, и так далее. Например, те же болгары, например. У них тюркская основа, но они славянофоны, у них славянский язык. Вот. Или же возьмем там, например, чехи, у которых германская основа, они ославянились практически. Вот, в большинстве своем. Я не говорю про истоки. Вот, то есть, и так далее, и так далее. То есть, но реально это спор, даже в Европе спор, кто больше славянин по своему происхождению, австрийцы или чехи. Знаете, так что вот, если говорить по поведению внешнему, то есть вопросы. Да, это вопрос языковой. Вот. Языковой вопрос. Вот. Никакого единого славянского государства не было. В XIX веке были попытки, славянофилы говорили, да, необходимо создать единое славянское государство и так далее. Кстати, к тому времени разница между славянскими языками была не столь велика, как в XX веке уже и так далее, тем более в XXI. И были там вот эти славянофильские идеи, но никакого единого славянского государства никогда не было. Это все выдумка уже более поздняя. Летописец писал, что «бе един язык славянск», вот, то есть был один язык славянский, ну, то есть все славяне себя в средние века понимали, то есть говорили примерно на понятном для всех диалекте, но на понятных диалектах, но что касается Украины и украинцев, это продукт уже новейшего времени. Процесс превращения русинов, малороссов и так далее в украинцев и самоосознание их как украинцев, это уже 19 век, начало 20 века. И это точно так же, как в Австро-Венгрии, точно так же, как в Российской империи. Вот. Никаких украинцев, например, во времена Богдана Хмельницкого там не было. Богдан Хмельницкий бы удивился, если бы его назвали украинцем. Вот. Он был гетман русский. Русью тогда считалось все это пространство, которое не было вот этого деления, несмотря на границы и так далее. Все воспринимали
сквозь единую веру, единые там определенные интересы, которые, языковые моменты и так далее, воспринималось многое. А вообще вопрос создания наций и понятия нация, это уже 19 век, это уже события после Великой Французской революции и Наполеоновских войн. Вот тогда появляются нации. Канцлер Германии Евгений Антонов пишет, сообщил, что Германия стопроцентно не останется в стороне, если Россия навалится на Польшу. Как историк, скажите, Польша стоит нервничать? Польша постоянно нервничает из-за этого. Это часть ее национальной легенды. Нынешней национальной легенды. Вот. Польша постоянно готовится к войне с Россией. Вот. И это привело, в принципе, к процветанию Польши. Постоянная готовность к войне с Россией. Вот. Они убедили европейцев, что если завтра война, то, соответственно, начнется она с Польши. Они убедили, что необходимо всячески поддерживать Польшу, потому что Польша должна в пику России стать витриной для остального постсоциалистического лагеря. Потом, соответственно, она пыталась убедить, что вот именно мы, поляки, способны разрушить Россию, потому что мы знаем все ключики к России. Вот, и так далее. И, соответственно, Польша именно свой национальный миф строила в первую очередь на том, что мы фактически врата Европы. Вот это потом уже начал Сергей Плохий и прочие там писать про Украину как врата Европы. Нет, Польша постоянно продает что мы являемся форпостом фактически, который защитит Европу от России. Угу. Так, чат трансляции. Боцман. С кем у Украины в текущих условиях больше шансов на развитие и независимость? Ни с кем. С Европой и США. С Россией. С глобальным югом или какой-то иной вариант? Вы понимаете, сейчас очень много кажется очень фантастическим, но, скажем, давайте говорить так, в нынешних условиях, сейчас, вот, пока идет война, ни с кем. А Так у потом нас и необходимо развития нет, подождите. Так в том-то и дело, у нас деградация сейчас. Сейчас идет деградация, никакого развития. Пока идет война, никто с нами не будет всерьез. А потом, соответственно, будет все зависеть, во-первых, от того, как сложатся силы, как перегруппируются силы на международной арене, создадутся ли этих два центра, которые сегодня, контуры которых сегодня вырисовываются, в том числе после встречи в Китае Тяньцзине. Вот. А второй момент, это зависит также от моральной чистоплотности наших элит. Сумеют ли они сказать правду своему народу и самим себе, или же будут действовать по указке тех, кто является хозяевами ситуации в Украине? Ну вы же видите, какая мода. Не надо правду знать. И пускай люди там себе Я поэтому и живут. говорю. Я поэтому Ну, и говорю. Да. вот так и Мы 30 лет нормально. жили мифами. Мы 30 лет жили мифами. Мы сегодня расплачиваемся за это. И все равно, знаете, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Это точно. Значит, вопрос. Вот он, пользователь КАП. Бондаренко участвовал в программе «Свобода слова» с Жириновским. Тот говорил, если уровень населения падает ниже определенного уровня, страна пропадет. Если учитывать это, кто побеждает из стран Россия и Украина? Так в том-то и дело, что на сегодняшний день даже нет сомнения, кто побеждает. Вот. Другой вопрос, что Зеленский верит, что мы побеждаем. Зеленский всех убеждает в том, что на самом деле то, что вы считаете поражением, это на самом деле победа. Угу. Я, кстати, с Владимиром Вольфовичем не только в программе принимал участие, мы с ним встречались трижды вообще в моей жизни. Дважды у меня была возможность с ним достаточно детально пообщаться. Вот. Ну, поэтому я не скажу, что это только был единственный случай, когда мы пересеклись. Значит, Игорь пишет, один из польских больших блогеров называет Зеленского агентом Путина. Такая вероятность может быть? Ну, знаете, в Польше тоже есть свои блогеры, которым очень важно подыгрывать своим читателям. А если этот блогер еще и с политическими амбициями, то и своему электорату. Поэтому в данной ситуации я бы вспомнил, что у поляков, кстати, как и у украинцев, вот, есть поговорка, вот, что в каждом селе есть свои дураки.
Понятно. Джонни Грин. Знаком ли Константин Петрович с работами американского историка Тимоти Снайдера? Если да, то что он скажет про его работы в части Украины и выражение «шизофашизм»? Смотрите, Тимоти Снайдера я оцениваю как очень конъюнктурного автора. Многие на него молятся, считают его едва ли не лучшим историком, западным историком, который уделяет внимание именно Украине, украинской истории. Я считаю, что он конъюнктурщик, который эксплуатирует украинскую тематику. Кстати, его жена Марси Шор эксплуатирует польскую тематику. Вот, а он украинский, у них такой семейный подряд. И вот особенно после того, как в 2017 году он выступил в Берлине и с абсолютно, скажем, уникальной, оригинальной концепцией, что на самом деле Гитлер воевал с Советским Союзом не для того, чтобы уничтожить Советский Союз, а для того, чтобы отвоевать у Сталина Украину. Главная цель Гитлера была Украина. Вот он хотел просто забрать Украину. Если бы Сталин ему вовремя отдал Украину, то удалось бы избежать там определенных жертв и так далее. Но, знаете, более конъюнктурного подхода, я думаю, что сложно придумать. Да, у него есть определенные проблески, там некоторые есть интересные моменты. Сейчас он совместно с другими историками вроде бы включен в процесс написания новой концепции истории Украины. Финансирует этот процесс Виктор Пинчук, Виктор Михайлович Пинчук. Вот. Но, извините, пожалуйста, не герой моего романа. Здравствуйте, пишет нам пользователь JS. Константин, можно философский вопрос? Где грань между свободой и порядком? Сегодня этот вопрос очень актуален, ведь идут споры между либералами и консерваторами. Обычно эта грань проходит где-то по линии размежевания, когда встречаются демонстранты и там, ОМОНовцы или там Альфа и так далее, кого там бросают. Вот приблизительно там и проходит эта грань. Если так говорить. Нет, на самом деле это старый вопрос, которым задаются примерно с 18-19 века очень активно. Чуть раньше задавались этим вопросом еще и в античные времена, но в эпоху средневековья не особо поднимался этот вопрос. Но вопрос старый, каждое поколение не находит ответ на этот вопрос. Кто-то говорит о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Но порядок, закон и прочее, они всегда рано или поздно входят в определенный конфликт со свободами человека, отдельного индивидуума. Поэтому, понимаете, приходится всегда, государство в целом является своеобразным компромиссом. Продуктом компромисса между сообществом индивидуума и государственным аппаратом. Если бы не было этого компромисса, если бы не было постоянного этого антагонизма, не было бы анархизма как идеологии. Анархизм, который говорит о том, что в принципе человеческая свобода, человеческие права нельзя ограничивать никаким государством. Не должно быть никакого государства как инструмента насилия. Но, видите ли, слишком печальна участь тех анархистов, которые пытались создать анархическое общество. Антон Кузьмин интересуется. Жириновский сказал, что Зеленский последний президент Украины. Что вы об этом думаете? Не знаю. Это мнение Жириновского. Посмотрим. Посмотрим в зависимости от того, как будут развиваться события. Если Зеленский будет дальше упорствовать с тем, что нельзя проводить выборы в условиях военного времени, то так и останется, возможно, последним. Почему Жириновского растаскивают на пророчество, спрашивает Александр. Как вы к этому относитесь? Очень негативно, потому что Жириновский был умным человеком, но, знаете, делать из него Вангу, или же там, другого какого-то пророка, там, скажем, это, я думаю, не совсем правильно, не совсем благодарное дело. Андрей, чтобы пробудить интерес подростка к истории, какую художественную литературу на исторические темы вы бы могли порекомендовать? Я всегда предлагаю начинать с Пикмана, хотя многие им заканчивают. Так, давайте перчику подбросим. Кеша, пользователь. Когда началось СВО, интеллигенты либеральной направленности в России писали: мне стыдно быть русским. Бондаренко, стыдно сейчас быть украинцем? Ни в коем случае. Я всегда был и буду украинцем. Несмотря на то, что Украина сегодня переживает
страшные общественные болезни, вот это Ермаковщину, Зеленского вот, и так далее. Ничего, выздоровеем. Джон Миршаймер критикует по некоторым вопросам Тимоти Снайдерса. В чем вы могли немного покритиковать Миршаймера в его мыслях и идеях по украинскому вопросу? На самом деле у него мысли далеко выходят за рамки только одной Украины, и, соответственно, Украину он рассматривает как один из частных случаев. Да, он много уделяет внимания украинскому вопросу. Я с большим удовольствием читаю Миршаймера, слушаю Миршаймера. Считаю его одним из величайших умов современности. Не совсем согласен, но в целом мне приятно, например, Миршаймера. Кстати, с другой стороны, с Россией я Фурсова постоянно слушаю, так что вот. Да, друзья, спасибо всем большое за сегодняшнюю среду. 93 минуты мы в эфире. Благодарю, Константин Петрович, вас за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч, до новой среды. Берегите себя, друзья, несмотря ни на что. Добра и света, трезвости мысли и доброго вечера. Увидимся.